Всем привет, дорогие зрители, с вами Сеня, и я хотел бы проанализировать для вас вторую половину карты Dust 2 в исполнении команды Na'Vi на мажоре и попытаться понять, почему же они проиграли, что не сделали и что нужно было бы сделать в тех или иных ситуациях. Жалко, что Dust 2 убрали, но я думаю, в любом случае эта карта еще будет вами отыграна на матчмейкингах, ибо можно будет вроде как играть еще матчмейкинг на Dust 2. Ну, для общего понимания, наверное, в любом случае Dust 2 даже в новом дизайне появится там через полгода, и, естественно, наверное, кроме текстур на этой карте ничего не поменяет, потому что, ну, настолько она сбалансированная, настолько она легендарная, что как бы к ней добавлять и менять в ней что-либо, я имею там, к примеру, проходы какие-то, естественно, не нужно. Приятного просмотра! Итак, значит, скачать демозапись данного чемпионата Атланта Элик Мажор вы можете внутри игры. Здесь есть все, абсолютно все игры. Нужно клацнуть на Watch, нужно клацнуть на Tournaments, или Tournaments, да, всегда забываю. И дальше нажать на четвертьфиналы, опустить вниз, выбрать необходимый матч. И здесь у вас будет download GoTV. У меня уже скачал, соответственно, Watch on GoTV. Нажимаете, карта прогружается, и мы смотрим. Ну что ж, давайте смотреть. Вторая половина после счета 8-7. Почему я беру вторую? Потому что в первой, в принципе, счет нормальный. 8 раундов Na'Vi взяли. Есть, скажем так, от чего отталкиваться. Поэтому я бы сказал, все хорошо. Да и пистолетный раунд Na'Vi действительно показали нам очень хороший. Они вначале играли медленно, они пошумели на центре. Они, заметьте, что очень важно, да, вот для будущего, не погибли на центре. Потому что в будущем они на центре будут постоянно погибать. Здесь же они все сделали четко. Хотя вот были, опять же, вылазки от Симпла, да, но тут Ярбай не до конца стрелялся, и, в принципе, все могло закончиться раньше. Но Na'Vi не погибли. Na'Vi откидывают какие-то фейковые гранаты, делают имитацию того, что это выход на центре, при этом не выходят. Соответственно, в головах у нас у датчан что это, скорее всего, зигзаг. При этом, смотрите, откинули себе такой вот смачок, интересный на пятак. Ничего Дюпри у нас не видит, и шикарные просто две хаешки. Выход на точку Б. Ну и дальше уже дело за малым. Нужно просто брать этот раунд. Что Na'Vi, собственно, и сделали. Хотя все равно ситуация была довольно опасной. Но затащили. У нас тут Гардиан остается в конце. И все-таки раунд это тащит. 9-7. Na'Vi берут пистолетный. Самый, скажем так, один из важнейших раундов. Что происходит дальше? Дальше нужно хорошо отыграть эко. Гардиан решил сыграть со скаутом. Ну, почему бы нет, это снайпер. Хотя, опять же, я, наверное, не согласен с таким выбором решения. Скаут, девайс нестабильный. Лучше, наверное, сыграть с ОМПшкой, с гранатами, чем попытаться там реализовать на дальних этот скаут. Но окей. Сиз забирает тем временем у нас в коробке только что игрока защиты. Сизд... Блин, плохо, что вот он Сизд. Плохо, что у меня в демке не прорисовались никнеймы. Но это Сизд. Дальше он получает халяву в коробке. Отыгрывает под флешку. Скажем так, оно того не стоило, но Сизд получил сильный хедшот в коробке. Ребята... Вот тут нужно паузу ставить. Ребята дальше заняли зигзаг. Давайте смотреть, что у них по инфе. Сиз думер на длине, это информация по одному. Сейчас они в зиге пострелялись, информация по второму. Плюс слышат топот. То есть они понимают, что на А-пленте большое скопление игроков защиты. И делают все правильно. Они уходят. Они уходят, понимают, что будет засада. Остается у нас один игрок на зиге, делает килл. И вот непонятно зачем Ваня Эдвард с калашом пошел на центр. Просто, ну вот это самый большой затуп, который мог бы случиться в этом раунде. Просто Эдвард выходит на центр и отдает калаш. Ну и, соответственно, так как на Б был один из игроков защиты, он делает килл. При этом Ваня отдает калаш, и вся команда защиты быстро с ножами в руках перетягивается с контровского респа на плент А. И, соответственно, вся команда Na'Vi погибает. И что самое главное еще в этом затупе. У нас же на зиге был чувак у Na'Vi. Он сделал килл.
И, соответственно, один на Зиге, Ваня на центре, и всего, соответственно, 2 человека уходят на Б. А на Б при этом был один игрок защиты. Соответственно, на Б игрок защиты делает 1 килл, и в итоге на Б, вот просто на Б, выходит 1 человек. То есть у Нави была затея и цель перегруппироваться и всем вместе, вчетвером, скорее всего, отойти на Б. Ну ладно, один остался на Зиге, такое допустимо. 3 человека должно выходить просто на Б. А в итоге выходит 2 человека, и один сразу погибает. Ну и, соответственно, этот фейл дарит команде Astralis раунд. Дальше Нави делают форс-бай. Ну, не знаю. В таком счете, наверное, они подумали 9-8 мы ведем, можем себе еще позволить, авось возьмем раунд. Ну, допустимо, многие команды делают форс, Нави снова делают все аккуратно, кидают центр дым и делают обычный зажим точки Б с 2 сторон, но здесь опять же принимает шикарно Astralis, Зайчик, окно, один на респе подсаженный, и, естественно, когда на респе чувак подсаженный, вы его не убиваете, никаким прострелом вы раунд, скорее всего, такой не берете. 9-9. Дальше у нас эко. У Нави по двушке. Естественно, ничего тут ловить не стоит. Нави пытается там какие-то отстрелы делать, но это все не важно. Это обычно эко. Ловят там коктейль Молотова, стоят. Вот тут бы флешку. Вообще, вот таких вот эко нужно иметь хотя бы одну флешку. Вот у вас пистолеты, окей, ну хотя бы одну гранатку. Вот кидается стандартная флешечка, и хотя бы под нее как-то можно выйти. Потому что чувак на гусе или на единице будет там слепой, на картинке, может быть, будет слепым, и у вас тогда появляется какой-то шанс. А так, 2 дула просто вас смотрят, но, естественно, выйти с пистолетами это без шансов. Дальше, они ставят тайм-аут, они общаются, покупают калаши. Денег немного, играют без АВП. Это уже один из... Это уже, скажем так, почему им на Дасте нужно играть... не нужно играть экономически, точнее, не нужно играть эко-бай. То есть, все-таки, вот тот раунд, где они купили и пошли центр Б, он был не нужен, потому что вы должны играть от АВП. Во-первых, это Даст 2, во-вторых, у команды противника есть авик, и в-третьих, у вас в команде один из лучших снайперов мира. Причем что Guardian, что Simple могут стрелять с АВП, причем очень хорошо. Но они принимают решение играть с калашом. И показывают очень хороший раунд, друзья, на самом деле. То есть это была заготовка, отработанная, классная, качественная. Они, заметьте, не умирают на центре. Они занимают зигзаг. Они подготавливают почву, то есть вообще все шикарно. Они теперь понимают, что скорее всего, значит, 2 на Б закрыто, 1 на КТ-базе, потому что на центре никто не палится, и, наверное, А принимает где-то издалека, судя по тем гранатам, которые летят сейчас на зигзаг. И они принимают решение зажать точку А. Откидывают шикарные смоки. Кстати, левый угол не чекается, это проблема. Слева мог стоять чувак, и Эдварда бы уже убили. Но окей, им везет. Круто вообще, текают смоками, сейчас старт. Ловят яму, делают хедшоты. Девайс подставляется, но при этом аплент уже занят. Нави сейчас продемонстрировали офигительную закидку точки А. Но очень жаль, что такой раунд был только всего лишь 1 раз сыгран. Дальше. В этом же раунде, непонятно зачем, просто падает, по-моему, Сиз, насколько я помню, вниз. Теряет девайс, и остается ситуация 1 на 1, но благо Simple его берет. Но когда ты остаешься один, это, с одной стороны, ты выиграл раунд, ты молодец. Но с другой стороны, это очень плохо. Это невероятно плохо, потому что денег сейчас у Нави просто очень мало. 4000 плюс девайс у Simple, у всех остальных еле-еле хватает на калаши. И в итоге, когда у тебя такая ситуация, у тебя должен быть план Б. То есть, что делать на Дасте с плохим закупом? Что делать? Ну, Нави делают все как в прошлом раунде. Опять делают дефолт, занимают все дела, но при этом уже на центре... Оп, заметили только что чувака. И тут Нави нужно, конечно же, кинуть смог на центр, потому что самое важное на Дасте, самое важное, не погибнуть на центре. А Нави же начинают теперь на центре стандартно отдаваться. Первым погиб Сиз, у него была УМПшка. Я не понимаю, что он тут пытался сделать с УМПшкой, когда тебе эту область нужно максимально быстро проходить. Просто максимально, так, ставлю на паузу, максимально быстро проходить. Сиз же просто, ну, я так понимаю, он просто капитан-координатор и задумался о том, что делает команда, как играть, и при этом задумался явно не в той области. Хотя у тебя УМПшка, естественно, ты должен быстро пройти центр и оказаться на зигзаге, чтобы не погибнуть. И вот что дальше происходит. Дальше Нави решили, что когда у тебя
плохой бай, а у соперника, возможно, есть АВП, ничего лучше не придумаем, выйдем-ка зиг без гранат. При этом, обратите внимание, вас не видно, камеру сейчас вам опущу вот так вот, да, чтобы вы видели. Есть, значит, у одного флешка коктейль Молотова и у Эдварда флешка. Нави же выходит просто без гранат на двоих чуваков и на третьего хелпающего. Ну и что из этого получается, мы прекрасно с вами понимаем. То есть вместо того, чтобы выйти с раскидкой, Нави выходят на стрельбу на четверых уже, да, вот уже подтягиваются 4 чувака, которые принимают просто-напросто зигзаг. Что это? Какая подготовка на Дасте была? Ну, чтобы так выйти, я не знаю. Это просто бред. Чуваков, ну... В итоге, тогда выживал Simple, один. Экономика, ну, там, плюс 3 за победу. Теперь она обнулилась. Полторуха. Денег вообще нету. Счет уже 11-10, Астралис ведут. Денег очень мало. И Нави делают эко. Ну, тут другого варианта не дано. Нави делают эко. И на этом эко, не помню, то ли на этом, то ли на сцене, не на этом. Причем, кстати, они делают эко дважды на Дасте. То есть вообще в современном CSGO делать дважды экономический, ну, очень мало команд такое допускают. Нави же при счете 12-10 решили все-таки сделать два экономических. Но тут их можно понять, якобы там есть у врага АВП, вам нужна раскидка, ну окей, 13-10. При этом были все шансы сейчас взять этот экономический раунд. Нави берут диглы у них по трешке, они тупо выходят под одну гранату там на длину, ошибается команда Астралис, и все шансы на то, чтобы затащить раунд у Нави есть. Вот он, Глейв погибает, Нави подбирают девайс, уходят. Ну, тут, я скажу, немножко не повезло, потому что Сиз у них есть на длине, 3 человека на зигзаге, и как бы Нави должны понимать, что, ну, один на пленте, скорее всего, там летят гранаты, и вот Сиз заметил второго. 30 секунд до конца. Сизу из ямы ни в коем случае нельзя выходить, ему нужно просто-напросто вот здесь стоять как копаному. Его пацаны должны сделать килл. Вот этот, он убивает сейчас плент. И непонятно, вот зачем он идет дальше. Вот тут идти никак не надо было. Нужно было просто оставаться в яме. И чтобы Simple ставил бомбу за ящиком. Но он пытался выручить. В итоге чувак уверенно выходит снизу и его убивает. Итак, 13-10. Вот он самый важный раунд на самом деле. Самый важный раунд. Раунд, где нужно ну, взять два подряд. Собраться и взять два подряд. Гардиан, АВП, полный раскид, все дела. Ребята из команды Астралис делают обычную комбинацию на центре. И, кстати, проблемой Нави в итоге, вот по факту, который я понял в этой игре, банально как бы то ни было, является отсутствие смока просто на центре. То есть они вместо того, чтобы проходить под смок, мидл и занимать зигзаг, не тратили банку и кидали просто вот такую флешку. И в итоге получилось в самом важном раунде, Кьярби со стандарта делает килл. Якобы против него флешка была откинута, но эта флешка его не слепит, потому что он упирается в стену. И мы возвращаемся к тому, о чем я говорил в начале. То есть Нави погибли на центре, а на центре не надо погибать, на центре и убивать не надо, понимаете? То есть Нави хотели убить почему-то на центре в этом раунде, а нужно просто пройти на зигзаг. Откинуть стандартный смог, стандартную флеш и пройти через, ну, прошить этот смог. Причем прошили бы смог, возможно, Кьярби погиб. Ну и дальше идет розыгрыш уже 3 на 4. Там пытаются индивидуально сыграть Simple на Б. Ну, ничего у них не получается. 14-10, отсутствие экономики и начинается какой-то... Ну, то есть, теперь у парней плохой бай, и ничего лучше, чем пойти с УМПшками на Б, они не придумали. Хотя, опять же, можно и зиг пройти под флешки, выйти, упасть в респ, какой-то раунд свой подготовленный сделать. И Галил есть, который мог бы там запирающим на длину пойти. Но ребята решили пойти с УМПшками на точку Б, на центр. Ну, тут, я так понимаю, уже парни сдались и поняли, что Даст 2 им не по карману. Хотя Астрализа, ну, вот не увидели мы чего-то сверхъестественного, какого-то там чего-то вау. Нави сделали крутой раунд, подготовленный через длину, и весь дефенс Астрали сразу развалился. Но плохо, что в итоге таких раундов было очень мало, и экономика в Нави из-за того, что они погибли один раз, просто, ну, была на
супер низком уровне. 15-10. Опять теперь быстро решили сыграть на длине. То есть ни разу так не играли. И решили, что вот мы проигрываем из-за того, что мы быстро не выходим на длину. Ну окей, вышли на длину, сделали килл. У вас есть минута 30 до конца, у вас есть какие-то гранаты. Коктейль на картинку, поменяли девайс. Есть Эдвард сотки. Что нужно делать в таких ситуациях? В таких ситуациях нужно понять, что у вас могли поджать Б, что, собственно, и происходит. И, скорее всего, оппоненты стоят на Зиге, потому что твои на длине. Значит, что делаем? Эдвард дальше у нас на сотке, делает все пока четко. Проверяет, играет аккуратно, чекает рэш, понимает, что вы могли поджать. И вместо того, чтобы здесь остаться в этой важнейшей позиции, то есть ему надо просто дальше играть на сотке, не палиться. То есть отстреливать перетяжку. Он идет, умирает. И в этот момент вся команда проходит его через длину. Ну и, конечно же, ее фокусируют уже в 4 штыка, потому что Эдвард погиб. И, естественно, зажим со всех сторон. Опять же, теперь просто Нави показывает очень плохой розыгрыш ситуации. Проходит втроем по длине. Хотя, на самом деле, идея Эдварда понятна, но нужно было позвать тиммейта. И тогда бы тиммейт проходил, Эдвард оставался бы в сотке, и 2 проходило бы через длину. И тогда, может быть, получилось. Хотя, опять же, одному проходить через Зиг не вариант, потому что Зиг, скорее всего, смотрелся. Изначально смотрелся. Как-то вот так вот. Надеюсь, вам понравился данный анализ. Хочу подбить вывод. Вывод, еще раз говорю, Астрализы не показали сверхдиффенса, а Нави не показали своей подготовки на Дасте. Вместо того, чтобы делать свои хорошие раунды, которые наверняка у них были, парни попали в какой-то психологический просак и не могли просто отсюда вырваться. Каждый игрок допускал микроошибки, которые в итоге сводились вот к таким провалом. Ну, естественно, нужно было лучше считать свои деньги. Вот тот экономический раунд, force buy, после отданного эко в ответ, да, естественно, не нужно было покупать, если вы, опять же, хотели отталкиваться от этого Гардиана. Нужно было постоянно экономить деньги, а Нави же думали, что денег у них будет очень много, но это не так. До новых встреч! Пока-пока.